Привет, друзья и гости международного канала «Алга-Петербург». Можете поздравить меня с возвращением на родину. Я теперь в России, в данный момент нахожусь в Москве на чистых прудах, Вань, представляешь? Секрета здесь нет, видишь, там много лет. Да, мы освещаем Димаша Кудайбергена. Тоже парень из Казахстана, наверное, знаете. Вот. И у нас очень много тоже подписчиков как раз из Казахстана, более 50% получается. Нормально мы попали. Так что мы, да, теперь зайдем к вам, а вы заходите к нам. А когда надоест, возвращайся назад. На меня уже поглядывают, если честно, косо. Возможно, это из-за моей гавайской рубашки, из-за моей белоснежной футболки и загара, нетипичного для Москвы. И ты знаешь, конечно, у вас тут намного прохладнее, я скажу тебе, чем в Алании. Так что я немножечко подзамерз. Саша, ты там случайно Берлиоза не видел? Слушай, нет, никого еще не видел, но трамвай ездит регулярно. Ладно. Ну, раз уж ты приехал в Москву, вернулся на родину, давай тогда, может, обсудим, какие новости произошли за эту неделю. Да, с большим удовольствием. Ну, первая, наверное, большая новость, то, что я теперь вернулся на родину и наснимал очень много материалов, поэтому теперь, надеюсь, регулярно буду потихоньку баловать вас фильмами и интересными сюжетами, которые насобирал в Алании. И, насколько я знаю, Ваня, у тебя уже тоже билет на руках, и ты готовишься также отправиться на мою смену, получается так. Да, я думаю, что пришло время теперь мне немного отдохнуть, понежиться под солнцем, искупаться. Но на самом деле у меня же есть миссия особая. Я туда направляюсь для того, чтобы осветить открытие памятника Абаю, которое будет в Алании. Представляешь, насколько великий был человек, что в Турции, в Алании открывают памятник этому великому писателю, великому Акыну. Кстати, а ты знаешь, что и в России тоже есть памятник Абаю? Да ладно, это где? К сожалению, не в Питере. Я надеюсь, что в Питере когда-нибудь тоже поставят памятник. У нас есть центр Абая. Я знаю, что в Москве, кстати, как раз на Чистых прудах есть памятник Абая. Подожди. Сейчас я оглянусь. Вань, точно. Ты смотри, ты как знал, а? Я думаю, Ты, кому это ты памятник? специально там, да, решил меня разыграть? Я думаю, А ты в кому курсе, это да? такой красивый памятник стоит? Действительно, друзья, великому Акыну и поэту, философу, просветителю Абаю Кунанбаеву находится памятник в Москве на Чистых прудах. Поэтому... Ну и, кстати, Ваня, в Турции, оказывается, тоже уже есть два памятника этому замечательному человеку. Один из них находится в Стамбуле, другой в Анкаре. И вот теперь, я надеюсь, с твоей легкой руки и с твоей помощью в освещении этого мероприятия мы узнаем о том, что и в Алании теперь появится памятник Абаю Кунанбаеву. Ну, я думаю, что, во-первых, аланийцы этому порадуются. А во-вторых, я думаю, что это очень хорошая новость для всех казахов, которые живут в Турции. Они тебе могут так сказать, уже с нетерпением ждут открытия. Оно должно было состояться еще вот 17 мая, но в связи с локдауном, в связи с пандемией, празднование этого торжества решили перенести. Я тебе могу сказать, что торжество должно быть мощное. Обещали и телевидение, и представителей администрации от этого города. Так что я надеюсь, ты... Так что будет интересно. Будет интересно, так что следите за новостями. Так же, Саша, как и, наверное, интересный получился фильм про Казахстан. Друзья, если кто-то еще не видел, на нашем канале появился фильм про таланты из Казахстана. Мы решили понять, почему же все-таки Казахстан в тренде и что же это за такой феномен, феномен казахов. Вань, феномен абсолютно верно, по-другому не скажешь, потому что я, смотря твой фильм, у меня даже пальцев на руках и ногах не хватило, чтобы всех, так сказать, запечатлеть в своей памяти, потому что действительно очень много талантов, причем на наших глазах они открываются с регулярной периодичностью, и это действительно заставляет задуматься о том, что же там такого на
этой казахской земле, что настолько она плодородна уникальными людьми. Да, Саш, но также пальцев у тебя не хватит пересчитать просмотры на новом клипе Димаша «Be With Me», потому что там уже 1,3 миллиона просмотров. Это за 2 недели, это очень хороший результат. Там, как мы все помним, друзья, в конце клипа было написано «To be continued», а это значит, что нас ждет какое-то продолжение, какой-то сюрприз. В общем, я думаю, что нас может ожидать что-то очень интересное. Ваня, мы можем предположить, что на прошлой неделе мы как раз отмечали 1 миллион просмотров, а на этой неделе уже 1 300 000. Можем ли мы предположить, что это благодаря тому, что клип показали на американском MTV, и теперь американцы также присоединились к Дирсам и стали поклонниками Димаша? Да, кстати, сегодня же будет еще одно голосование на MTV, и сегодня я уверен на 99,9%, что покажет снова сегодня клип «Be With Me». И, друзья, я предлагаю всем сегодня собраться, чтобы поддержать Димаша на этом пятничном голосовании. Ведь мы теперь не одни, Ваня, у нас есть поддержка в лице клуба «Феникс», которые учат, обучают и помогают голосовать правильно. Да, если кто-то не видел беседу со Светланой Ивановной, то обязательно посмотрите. И мы, кстати, готовим небольшой сюрприз. Мы уже с ней связались снова и будем делать образовательный стрим. То есть для тех, кто не умеет голосовать и хочет научиться, Светлана Ивановна подготовит программу. Газоны начали косить, как обычно, к моему приезду в Москву. Вот другого времени не нашлось. Ну давай, я вот так вот буду. Нормально же? Да. В общем, мы подготовили программу образовательную, и я думаю, что это будет полезный такой стрим, полезный урок, на котором все научатся, как правильно можно голосовать. Это прекрасная новость. И, насколько я понимаю, Вань, следующая неделя очень знаковая для семьи Дирс, так как в мире Дирс будут отмечать день рождения Димаша. И у меня возникает вопрос. Может, не слышал ли ты какие-то, может быть, мероприятия интересные планируются от сообществ, куда можно пойти, посетить? Я знаю, что очень много сюрпризов планируется и очень много подарков. В некоторых из них мы даже приняли участие. Вот, поэтому я думаю, что очень много будет интересных новостей в день рождения. И еще, кстати, нам нужно объявить, что мы планируем провести праздничный стрим. Во сколько, друзья, напишите нам в комментариях, во сколько вам будет удобно. Мы пока целимся на 16 по Москве или 19 по Нур-Султану. То есть 4 вечера по Москве и 7 часов вечера по Нур-Султану. Мне кажется, это отличное время и для москвичей, и для казахстанцев. Так что пусть все присоединяются, тем более будет что обсудить, будет, как говорится, какие пожелания услышать в адрес Димаша, и соберемся, как обычно, нашей веселой дружной компашкой, повеселимся. Мы с вами приготовим конкурсы. Да, и друзья, кто хочет принять участие в нашем стриме, напишите нам на WhatsApp, и сможете в прямом эфире поздравить Димаша с днем рождения. Отличная идея. Ну и тоже хочу, пользуясь случаем, прорекламировать свою передачу. На этих выходных обязательно появится моя встреча с Дирс в Турции. Это Дирс Асель из Казахстана, которая по счастливой случайности оказалась в Турции. Мы классно провели время, побеседовали. И я думаю, вы узнаете из этой беседы много чего интересного, потому что на моей памяти это вот такая прям прямая встреча, которая вот не часто удается, к сожалению, в условиях современной пандемии. Ну, я думаю, что вообще эти выходные и вот следующая неделя будут очень интересными, поэтому, Саш, давай прощаться, а то еще знаешь, что ты все-таки на Чистых прудах, пока там Аннушка не пошла в магазин за маслом, тебе надо оттуда срочно ретироваться и уже возвращаться в Петербург. Ну, тогда я передаю большой привет всем друзьям канала «Алга Петербург». Спасибо за эту чудесную беседу. И надеюсь, что вы проведете с нами и предстоящие выходные, и беседу 24
онлайн-стрим, беседу 24 мая. Всем пока, Димаш, Алга. Подожди, не вешай трубку. Нам же нужно еще обязательно рассказать всем про твое путешествие в Турции, сделать большую беседу, на которой ответить на все вопросы наших друзей. Слушай, я готов, поэтому ты тоже готовь, в свою очередь, вопросы, потому что мне есть что рассказать. Все-таки 2 месяца я пробыл в Турции, в Алании, на берегу Средиземного моря, с температурой плюс 20 и выше градусов. Так что, поверь, есть чем поделиться. Ждите, друзья, эту беседу, обещаю рассказать все самое интересное. Ну все тогда. Тогда, друзья, будьте на связи, проверяйте подписку, уведомления, и скоро увидимся. Чао!